Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события октября 2023 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз. И он не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какой-то определенный инсайт вы получите. И должна сказать, это второе видео. Первое было опубликовано, это я говорю для тех, кто успел посмотреть. Но так вот работает алгоритм YouTube и правила сообщества, которые должна соблюдать, в том числе это обязательство. И первое видео там по некоторым параметрам не прошло, поэтому вынуждена была удалить и перезаписать. Поэтому буду вдвойне благодарна тем, кто увидел первое, второе, как проигрался. Мне искренне любопытно узнать. И давайте мы с вами зададим такие основные вопросы, которые могут затрагивать нашу жизнь или сферы жизни на октябрь месяц. Первая карта у нас будет с вами важное событие. Вообще, теоретически, планетарно, октябрь месяц как раз может означать, что мы будем стоять перед каким-то выводом или выбором. Мы должны с чем-то определиться. Планеты нас словно, да, или события, скорее, в вашей жизни, может быть, последнего месяца, может быть, и последних дней, где-то с сентября, вас подталкивать могут принять какое-то важное решение. И, кстати, здесь мы можем принять совсем не то решение, о котором думали прежде. Итак, важное событие. Мы с вами достали карту «Неожиданное событие». Давайте мы с вами узнаем. Что завершится в вашей жизни, по мнению карты, или в чем вы точку сможете поставить? А что нового войдет в вашу жизнь, или какие новые двери перед вами откроются, новые возможности? Давайте мы с вами узнаем, что нам может помешать, или чему сейчас не время, и что будет нас радовать, что нам будет помогать. Давайте это узнаем. По основным сферам жизни мы также достанем 3 карты. Дело, работа, бизнес. Посмотрим энергии. Что по финансам? Как карты видят личную жизнь? И совет от карт. Нет, давайте с другой стороны достану. Пусть будет эта карта. 2. Хорошо. Совет от карт, мои дорогие близнецы. Итак, что важно знать или важное событие? Тройка пентаклей. Чего бы ни касался вопрос, это карта. С одной стороны, когда мы чему-то учимся, и правда, вы можете начать учебу, пойти на курсы, или вас заинтересует какая-то область жизни, захочется в этом детально разобраться или попробовать себя в новом деле. По этой карте мы еще можем сдавать экзамен. Кто-то буквально сдает экзамены, завершая учебу и получая какой-то документ. Но есть еще такое понимание, словно экзамен жизни. Да, правда, тут какой-то выбор может быть в вашей жизни очень важный, от которого будет зависеть даже вопросы вашего статуса. И здесь может проиграться как и личная жизнь, хотя чаще все-таки тройка пентаклей говорит о вашей какой-то самореализации или о каком-то проекте. У вас может вообще, в принципе, в октябре, мои дорогие близнецы, словно развернуть на 180 градусов какой-то проект или какая-то идея, которая к нам приходит в голову, может быть, спонтанно, как инсайт. И мы понимаем, елки-палки, чё ж ты я раньше что-то не попробовал? И знаете, если вот сродни, как есть такое слово осенило, да, вот если, ну, это где-то инсайты есть. И если с вами это происходит, уделите внимание собственным проектам, мыслям. То есть не нужно быть к самому себе небрежным, потому что как будто то, что мы изучаем, или сдаем экзамен, или какой-то опыт мы новый набираем, нам это пригодится не просто для вдохновения или каких-то покорения новых высот, а это нам по этой карте еще какую-то стабильную либо прибыль, либо заработок, либо новый вид деятельности. У кого-то это может проиграться, особенно у вас в связи с планетарными, опять же, событиями, работа посредством интернет. Вы тоже можете принять какое-то решение. Неожиданные события. Давайте посмотрим, что может быть в неожиданностях. А здесь все по закону. Тут Верховный Жрец не совсем про какие-то синкопы или внезапности, хотя кто знает, может быть, это важное решение, которое вы принимаете сообразно
тем обстоятельствам, которые уже у вас сложились. И вы можете намереваться оформить как отношения, все-таки иногда вплоть до венчания проходит. Или, если мы говорим про какую-то реализацию, самореализацию, или про иногда это может быть как высокая инстанция, когда мы для себя что-то делаем для благополучия. Ведь иерофант – это то, что, знаете, вот так надежно, на года, поэтому могут пройти вопросы и недвижимости тоже. Вопросы отношений, как я уже сказала, или ваша, допустим, проба, как будто, да, себя в бизнесе, допустим, это как что-то вы с нуля можете начинать и узнавать, как оформить тот или иной документ, как мне себя, может быть, легализовать. Подразумевается все же закона какой-то процесс, как и вселенского закона, так и нашего мирского. Поэтому слияние как будто одного и второго. Вот какая-то высокая цель, вы, мои дорогие близнецы, вы можете себе поставить ее перед собой, и практически, знаете, пространство будет вам помогать что-то осуществить. А для кого-то из вас, если были суды уже прежде, или какая-то история, которая какое-то время тянулась, здесь все-таки, ну, может быть, со скрипом, не так быстро, по иерофанту тоже быстро не бывает, но как будто близится завершение. И я тогда могу сказать, вы какую-либо новость получите, которая, скорее всего, вам уверенности и придаст. Или эта новость вас может переориентировать в какое-то другое направление. Вы можете даже от чего-то отказаться. Вы можете пересмотреть многие свои взгляды. Вы перестанете в чем-либо сомневаться. Как минимум одна какая-то сфера для вас проиграется так, как я теперь точно знаю свое направление. Есть какие-то предпосылки, которые как будто нам помогают, направляют, иными словами, нас. Давайте мы узнаем, что же завершится окончательно. Правда, у кого-то близится суды к завершению. Или близится к завершению, может быть, отношения с человеком, у которого сложный характер. Вам сложно его понять, что от него ожидать. Или это могли быть просто люди, допустим, по месту вашей работы, или еще какая-то ситуация в вашей жизни, когда вы с кем-то не могли договориться. Или были отношения с человеком, который, ну, где-то мог насмехаться, и дискомфорт вам определенный доставлял. И здесь это заканчивается. Или мы узнаем какую-то правду, мы узнаем какую-то тайну и принимаем окончательное решение. Потому что чаще всего по рыцарю мечей это как сами мы ищем какую-то истину, так и тайное становится явным. Кто-то случайно проболтался, а мы сделали вывод и поменяли направление. Правда, у кого-то может начаться просто с получения какой-то новости. И ваша мысль, она словно пойдет в каком-то другом ключе, и это будет только начало. А в последующем вы в течение октября можете изменить какое-то свое направление. Тут действительно даже со сложными людьми у нас могли быть какие-то продолжительные контакты, и вот здесь нам захочется поставить точку в чем-то, чтобы не было какого-то негатива в нашей жизни, и, скорее всего, мы сумеем это сделать. Поэтому прекрасно. Что нового придет? Знаете, и новое будет. Но тут самое главное по 4 кубков что-то рассмотреть. От чего-то не отказаться, откликнуться, может быть, вовремя на чье-то предложение. Поэтому к себе, повторюсь, нельзя быть небрежному. К нам приходят возможности совершенно разными путями. И откликаться на что-то новое, не пытаться просчитать вот как раз элемент новизны с позиции, может быть, материального какого-то достатка или что это будет для меня в последующем значить, а попробовать. Вот попробовать и там уже с чем-то определиться. Как будто новый опыт для вас будет тоже очень важен. С ним и приходят какие-то новые возможности. Давайте мы с вами узнаем, что может помешать для вас. По жезлов, знаете, мы можем в себе сомневаться, как ни странно. Хотя вот эта карта, с одной стороны, вдохновения, душевного какого-то подъема, порыва, осуществить желаемое. Или вопросы, связанные с вашими детьми.
здесь тоже могут быть. У кого-то переплетется, ну, может быть, в такой узел даже, да, придется несколько позиций жизненных разруливать, как и ситуации в вашей личной жизни, может быть, и отношения с детьми, может быть, и на работе есть какая-то тоже, ну, проблема или вопрос, или что-то ставит еще в тупик. Так вот, мы можем себя по пажу жезлов чувствовать как будто новичками, не ощущать собственной либо значимости или длительное общение с таким человеком, который нас как будто, ну, деструктивно на нас влияет, заставляя в себе каждый раз снова и снова сомневаться. Поэтому мы можем себя, словно паж, мелкая же карта, можем чувствовать себя, что мы недостаточно экспертны в каком-то вопросе, или мы недостаточно профессиональны тоже по нашей работе, или о том, что, ну, допустим, кому-то повезло больше, а мне вот как будто нет, вот мне нужно сначала чему-то либо научиться, либо мне нужно пройти какой-то путь. То есть мы сами себе можем додумать того, чего на самом деле нет. Поэтому может помешать, если мы так немножко сами себя как будто принижаем, свои собственные таланты, возможности, ваш профессионализм или вашу экспертность, или ваше умение общаться с людьми. И такое тоже может быть. Или вашу значимость может быть в отношении детей. Здесь все-таки себя мы ставим на первое место. У вас что-то на кону может стоять очень важное. Давайте мы посмотрим, а что нам будет помогать. По тузу мечей мы находим выход из лабиринта. Точно, вот как я назвала видео, написала на обложке, выход из лабиринта. Вот это и означает наше окончательное решение, это мы в чем-то ставим точку. Но надо сказать, ту точку, которую мы поставим в октябре, мы потом уже не исправим. То есть это должно быть взвешенное решение. Это, скорее всего, перейдет на длительный период времени, на годы. Поэтому нам захочется с чем-то определиться. И с одной стороны, на нас никто не должен давить, или даже в том смысле, когда, вот я сказала, люди, которые нас заставляют в себе сомневаться. Не должно быть в нас самих, знаете, зерна словно сомнения. Тогда мы сделаем какой-то очень правильный выбор или вывод, и будем избавлены от каких-то уроков прошлого. Все-таки у нас здесь тройка пентаклей, карта ученичества, мы сказали, и верховный жрец, который тоже эта карта, как и может быть ученика, так и карта учителя. С чем-то окончательно определиться, это значит, знаете, как подвести какой-то знаменатель, после которого мы сможем окончательно закрыть дверь в прошлое. У кого-то решатся и вопросы, может быть, в высоких инстанциях, что для вас будет означать дополнительно как полезная информация или словно, знаете, то, что раньше меня словно сдерживало или ставило в тупик или держало в каких-то рамках. Вот здесь может как и внешние обстоятельства вас к какому-то итогу подводить, так и внутреннее ваше состояние, когда нет желания оставаться в каком-то прежнем, может быть, месте, может быть, пространстве, может быть, почему я сказала, поменять жилье даже захочется, вам захочется перемен. Но перемены эти приходят, и нам это помогает, когда мы в чем-то ставим точку, и для нас уже есть более четкие ориентиры. Но поначалу это может напоминать действительно какой-то лабиринт. Вот с чем-то вам придется разбираться. Это больше работа, знаете, как внутренняя, мысли нашей. Но открываются тогда совершенно другие перспективы. Самое главное, мы не чувствуем тяжести каких-то обязательств. И кто-то из вас, может быть, от этих обязательств будет отказываться. Давайте мы узнаем дела, работа, бизнес, как видят карты. Восьмерка пентаклей. Ну, здесь чего бы ни касалось, мои дорогие близнецы, нам здесь и про деньги, и про работу, все у нас в рост, все у нас как-то под контролем. И по этой карте уже прогнозируется какой-то прогресс. Чем бы мы тут ни занимались, принимаем, главное, наверное, правильное решение и видим какие-то свои перспективы для вас. Может быть, не одна какая-то возможность будет исправить свое материальное положение или решить еще какие-то вопросы, может быть, правда, связанные с недвижимостью, переездом, потому что
Иногда все-таки восьмерка Пентаклей может нам говорить о том, что все вопросы благополучия как раз будут решены в положительном ключе, чего бы ни касалось. Или выбора между работами, или где, на какой работе я смогу больше денег заработать, или, может быть, вопросы пассивного дохода, у кого-то и так может проиграться, но все это со знаком плюс. Или если мы будем говорить, что с учетом карты Иерофанта мы оформляем какие-то документы, то мы тоже все оформим. Для вас успешный месяц октябрь. Как и с чем-то разобраться, поставить точку, так и уже как будто вы будете видеть свои дальнейшие перспективы. Какая-то четкость появится вместо лабиринта. И всего-навсего одно важное решение может изменить всю вашу жизнь, мои дорогие близнецы. Что у нас с деньгами? Карта «Страшный суд» или 20-й аркан в этой колоде просто суд. Это избавление от боли, избавление от страданий. Какой-то прежний период вашей жизни заканчивается. Не будет никогда как прежде. И нам карта говорит о том, что, знаете, если были какие-то вопросы на повестке дня, которые внутренне измотали, потому что какой-то, может быть, процесс, может, у кого-то и судебный процесс очень долго длился. Тут хотим мы или нет, все постепенно движется к завершению. И если мы говорим про деньги, то по аркану все-таки 20-му, старшему, мы должны быть готовы к тому, возможно, нам придется заплатить какую-то цену, как будто отказаться от какой-то маленькой толики во имя того, чтобы какая-то крупная часть осталась при нас. Вот продумайте, это тонкий момент, каким образом он может у вас проиграться. И у кого-то он может быть, знаете, как во взаимодействии с вопросами вашей работы или каким образом к вам приходят деньги, вопросы заработка, а у кого-то это с партнерскими отношениями будет связано тоже. Что-то вы решаете, а для кого-то, может быть, и правда есть какое-то медиаторство или вопросы в суде, но у кого-то, может быть, и в октябре окончательно что-то завершится, хотя я могу предположить, что это больше ваш выбор какой-то. И, может быть, финал, он будет где-то в ноябре, в декабре, потому что еще идет период ретроградности. И некоторые вопросы, которые уже, в принципе, решены, но в каком-то оформлении, мои дорогие близнецы, они могут растягиваться и на ноябрь, и на декабрь. Но уже мы как будто знаем, что мы получим итог, и каков будет этот итог, и что я буду делать дальше. Правда, действительно, у вас октябрь будет такой переломный месяц для ваших решений. В личной жизни новое знакомство у кого-то может быть с учетом нулевого аркана и верховного жреца. Какие-то новые отношения, или вам захочется, мои дорогие, новых отношений, или в старых, прежних уже сложившихся, может быть, отношениях, вашей паре, может быть, вашей семье будет какая-то новость счастливая. Нулевому аркану всегда проходит вдохновение, и поэтому, знаете, как начать жизнь с чистого листа или сделать вот эту самую перезагрузку, сломав какой-то прежний стереотип, прежний шаблон. И здесь может прийти в плане самореализации личной жизни не только про любовь, какой-то ваш новый проект. А для кого-то из вас захочется путешествовать, и будет такая возможность. По аркану нулевому проходят практически все сферы жизни, но с элементом вдохновения и новизны. И после 20-го, тем более старшего аркана, у нас идет нулевой. Правда, вдохновение как будто вам обеспечено. И если мы правильно проходим или сдаем вот этот жизненный экзамен, скорее всего, какой-то опыт прошлого для нас пространство не будет повторять. Но есть, конечно, и разные значения по нулевому аркану. Мы не должны собой рисковать. Мы себя не должны ставить в какую-то зависимую ситуацию. У нас в этой колоде, посмотрите, шут изображен как маг, волшебник. Он жонглирует всем зодиаком. Может быть, и вам придется, мои дорогие, быть манипулятором. Кто знает, для того, чтобы получить именно тот вариант или то решение, которое вы себе наметили, которое длительное время для вас было желаемым или желанным. И, скорее всего, уже какие-то новые перспективы вы себе будете планировать в конце октября,
определенно. Близнецы, давайте посмотрим. Совет от карт. Вот посмотрите, у кого-то вопросы с детьми подрастающего поколения, может быть, и взрослыми детьми, у кого-то вопросы с внуками, или по пажу кубков какое-то предложение вам поступит, или вы кому-то собираетесь сделать предложение. Может быть, это все же, поскольку кубки, как-то проигрывается ваша личная жизнь, и какие-то приятности нас определенно ждут. И по девятке кубков, это у нас хоть и кубки, но тут уже материальные вопросы. Я называю эту карту эгоиста, когда мы довольны тем, что имеем, когда у нас как раз финансовая сторона нашей жизни, она под контролем, и есть какой-то существенный плюс. Значит, как и оформить вы что-то сможете, если у вас на повестке дня вопросы оформления стоят, значит, с чем-то вы сможете и разобраться, вы останетесь с собой довольны. Но иногда бывает по этой карте такой момент, не случайно я сказала, карта эгоиста. Мы можем не захотеть что-то менять в жизни, потому что нас все устраивает на данный момент. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.